Здравствуйте, самые лучшие зрители. Меня зовут Полина. У вас бывало так? И день не спать, и ночь не есть. Все думаете над какой-нибудь творческой задумкой. А мне кромки от ткани спать не дают. Кто б мог подумать? Кромки. Да все профессиональные швеи их выкидывают со спокойной душой. А почему? А потому что в кромках более плотное переплетение нитей. На кромках находятся технические отметки и проколы. В готовых изделиях они не нужны. А если объединить кромки вместе, может получиться очень интересно. В закромах Родины нашелся большой кусок ткани. Это плотная диагональ. С ней и поработаем. Сумка для покупок должна быть крепкой. Нарисуем вспомогательные линии. Они не дадут нам уехать в сторону. Дальше самые простые действия. Нашиваем кромки. У них один край плотный, он не сыпется. Именно по нему прокладываем строчку. А потом нашиваем сверху второй ряд кромок и ими закрываем открытый срез. А с короткой стороны кромку просто подворачиваем. Сколько рядов цветных полосок вы будете нашивать, смотрите и решайте сами, на свой вкус. Знаете, когда шьешь из кромок, то вспоминаешь ткани и все швейные проекты, где их использовали. Думаю, что мои постоянные зрители тоже их помнят. А отыскала я их на сайте интернет-магазина «1 метр ткани». Периодически туда заглядываю, подбираю нужные расцветки. Вот и эту ткань основы, темно-синюю диагональ, я тоже там увидела. А в этот раз мои девчонки присмотрели себе штапель. В этом году лето на удивление ясное и теплое, и они еще успеют сшить себе наряды и покрасоваться. Что-то надоел уже стиль унисекс, футболки и джинсы. Хочется романтики, длинных платьев, цветов и неспешных вечерних прогулок. Да-да, именно так. Желаем счастья. Новое полотенце. А потом можно и постельное белье обновить. Оказывается, существует мода на цвет постельного белья. Помните, одно время самый шик был простыни и пододеяльники
с очень крупным рисунком. А сейчас все хотят белье однотонное, темное. Представляете? Лежите вы, спите, и вся такая модная. Кстати, для всех моих подписчиков по промокоду Полина действует скидка 5% на весь ассортимент. Кстати, совсем не обязательно использовать именно кромки. Можно взять узкие полоски ткани. В этом случае просто сразу же подгибаете открытые срезы. Может быть, вы захотите использовать остатки тесьмы, кружева или лент. Кстати, а вы знаете, что делать, если творческие задумки не дают вам уснуть? Надо встать и на бумаге написать и нарисовать все, что вас беспокоит. Нарисовать чертеж. А утром встаете со свежими силами и начинаете воплощать в жизнь все свои планы. Но бывает, что сон не идет. Без конца прокручиваете дневные события. В таком случае не мучайте себя. Вставайте и идите чистить и мыть унитаз. Это самый эффективный способ от бессонницы. Как-то давно, лет 10 назад, я вот так среди ночи встала и занялась уборкой. А потом легла и моментально уснула. С тех пор, как только чувствую, что сон пропадает, сама себе говорю: вставай, иди работать. И тут же крепко засыпаю. Да, лайфхак. Пользуйтесь, не благодарите. Когда мы закончили нашивать декор, просто подвернем открытый край нижней полоски и пришьем его. Все должно быть красиво, опрятно, чтобы ничего не топорщилось и не сыпалось. Заготовку тщательно проутюжим и отрежем лишнюю ткань. У меня изначально был большой кусок ткани. При ширине 90 сантиметров брала длину 50 сантиметров. А сейчас мы его просто сошьем по боковому шву, чтобы получилась труба. Теперь вывернем нашу заготовку, расправим ее, подтянем и по лицевой стороне внизу проложим строчку. Вы, конечно же, догадались, что низ мы будем обрабатывать двойным швом. Деталь вывернем и второй шов проложим уже с изнанки. И сразу же сформируем дно сумки. Расправим углы. Отметим 4 сантиметра и проложим строчку. Когда углы сформированы, сами решайте, что с ними будете делать дальше. Мне вот эти ушки совершенно не мешают. Они придают жесткость всей конструкции. Но если хотите, можно их срезать и обработать бейкой. Остается только оформить верх сумки. Приготовим полоски ткани с шириной 6 сантиметров и длиной 60 сантиметров для ручек. Мне нравится носить сумки на плече или на локте, поэтому и делаю ручки такими длинными. Выберите свои размеры. Края полосок ткани подогнем к середине и прошьем 2 строчками. Сам верх сумки обработаем двойной подгибкой. Если хотите, то можете сразу же вшить ручки.
Место для ручек определить очень легко. Находим середину верхнего края и от нее по обе стороны откладываем по 8 сантиметров. Ткань у меня толстая. Ручки пришьем просто сверху, изнутри сумки. Шов проложим конвертиком. И все. Можно отправляться за покупками в магазин. Конечно же, мечта любой женщины хоть раз в жизни с большой хозяйственной сумкой сходить не в продуктовый магазин, а в ювелирный. В общем, я дала вам идею. Шейте, творите, придумывайте. Ведь это так интересно. И пусть мечты сбываются. Ну, ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч.